Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И в сегодняшнем ролике я хочу с вами поговорить о налоговом планировании, о пенсионном планировании, о налогах и каким образом можно, достичь пенсионного возраста, ни от кого не зависеть, то есть как это сделать оптимальным вариантом. На самом деле, то есть очень и очень важно, достичь пенсионный возраст и знать, сколько, какой доход вы будете получать, и в этом заключается и пенсионное планирование. То есть пенсионное планирование человек знает, какие у него составляющие в пенсионном фонде, сколько там тагмулим, сколько пицуим, то есть какие налоги на самом деле пицуим и тагмулим, которые находятся у вас в пенсионном фонде, то есть это различные налоги. Часть денег можно получить без налогов, когда вы выходите на пенсию, можно получить часть денег отдельной суммой, заплатить минимальный налог, то есть существует на самом деле очень и очень много моментов, то есть которые связаны с пенсионным планированием и налогов. На самом деле, то есть я очень рекомендую людям, то есть которые достигли 45-50 лет, то есть взять консультацию, действительно понять, что у них происходит в пенсионной кассе, какие есть деньги, какие составляющие деньги в пенсионной кассе, пицуим и тагмулим, и какие у них есть опции, когда получать пенсию, когда взять деньги отдельной суммой и каким образом заплатить минимальные налоги, соответственно, получить максимальную пенсию и как результат, то есть не зависеть от всевозможных подачек государства, не зависеть от детей, и то есть это очень и очень важно. Второй момент, то есть когда человек уже непосредственно выходит на пенсию, то есть процедура, которая называется кибуос хуйот, то есть можно освободить часть пенсии от налогов. Это может быть очень и очень существенно. На самом деле, то есть если пенсионер платит налоги, то обязательно нужно проверить. Действительно, потому что можно сэкономить очень и очень большую сумму налогов. Когда это вероятно, прежде всего, когда человек получает большую пенсию, либо когда человек даже получает маленькую пенсию и работает. То есть после того, как люди достигают, это называется гиля закаут, женщина в 62 года, мужчина в 67 лет, то есть процедура, которая освобождает часть пенсии от налогов, которая ведет к очень-очень большой экономии денег. И смотрите, то есть на самом деле люди живут долго, и после выхода на пенсию, то есть многие живут 20 и 30 лет, и вопрос, насколько благополучная будет их жизнь в это время, то есть зависит от налогового планирования, пенсионного планирования, налогов, которые вы заплатите после выхода на пенсию. И, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите комментарии. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Всего доброго, до свидания.